Если вы столкнулись с проблемой, что геймпад перестал держать заряд или через какое-то время, буквально год использования, батарея начинает вести себя следующим образом, то бишь при подключении оригинального провода питания через некоторое время загорается белый светодиод, потом выключаем провод, соответственно, что сигнализирует нам, что геймпад зарядился, и через непродолжительное время геймпад либо выключается, либо очень быстро садится. Данная проблема кроется на самом деле даже не в том, что аккумулятор теряет емкость, а в том, что на самом деле на самой банке стоит две термозащиты. Одна стоит в виде терморезистора, другая уже стоит в виде термореле. Так вот, это термореле внутри аккумулятора начинает со временем его контактные пластины, которые деформируются при нагреве, должны деформироваться при нагреве, они окисляются, соответственно, контакт становится хуже, батарея не дозаряжается и, соответственно, не может отдать свою полную емкость самому контроллеру. Эта проблема решается следующим образом. Для начала, то бишь, нужно вскрыть корпус аккумулятора. Это делается просто. Достаточно либо просто по краям его сдавить аккуратно небольшими тисками, либо газовым ключом через какую-нибудь мягкую микрофибру или еще какую-либо ткань. Конкретно в данном примере я попытаюсь воспользоваться газовым ключом обычным разводным. То бишь аккуратно сдавливаем его по бокам, соответственно, после характерного щелчка заводской клей отходит и батарею можно будет вскрыть. Не обязательно с первого раза, но рано или поздно она откроется. Поскольку там аккумулятор внутри чуть меньше самого корпуса, то повредить его там довольно проблематично. То есть ему все равно там еще есть куда умещаться в корпусе. Вот характерная трещина, то бишь корпус у нас начал разбираться. Все. После можно либо лопаткой, либо чем-нибудь таким остреньким поддеть, после чего батарея благополучно вскроется. Извиняюсь, но на камеру это делать не очень удобно, но вполне возможно. Вот. Видим, батарея начала поддаваться, после чего можно будет добраться до внутренности. Вот корпус батареи располовинен. Тут главное быть осторожным, потому что к одной из половин корпуса приклеена сама банка аккумулятора, и если ее очень сильно и резко отрывать, есть возможность просто повредить эту банку. Поэтому аккуратненько просто с одной стороны начинаем поддевать, попутно убирая оттуда скотч, поддирая. Можно добавить бензин и галоши, если есть, для лучшего эффекта. После того, как извлекли саму батарею вместе с контроллером заряда, то можно добраться и до самого виновника всего этого недоразумения. Собственно, о чем я и говорил. То есть, если обратить внимание, тут стоит два термопредохранителя. Это терморезистор, который повешен у нас на контроллер, встроенный в батарею питания, то бишь он отвечает за перегрев. И в то же время, видимо, это трудно сказать. Либо это умышленно так было сделано для сокращения срока службы, либо просто Microsoft, которые заказывали эти батареи, либо это вендор просто, который изготавливает эти батареи, допустил такой инженерный косяк, можно сказать, потому что виновником этих всех проблем с тем, что батарея не держит заряд или не заряжается вовсе, является это маленькое термореле, которое при нагревании просто расщелкивает контакт и, соответственно, обрывает цепь.
Но проблема в том, что пока оно сработает, скорее всего, уже и сама батарея вздуется, и самому контроллеру придется уже далеко не сладко. Поэтому, по большому счету, она здесь не нужна, потому что я такое вижу впервые. Обычно вместе с такими литий-полимерными банками обычно ставят обычный терморезистор, который уже от контроллера и контролирует температуру. Вот, собственно, остальное, что надо сделать, это просто по факту убрать этот термореле и на место него просто припаять перемычку. То есть, чтобы реанимировать эту батарею, хватит, в принципе, самых элементарных навыков пайки. Единственное, что придется работать в довольно мелкой среде, и, соответственно, аккуратно, потому что если оторвать контакт, батарею можно будет выбросить, потому что при дальнейшем разборе я покажу там, где этот контакт крепится и где недопустимо его обрыва. Вот он и сам, этот термопредохранитель, крупным планом. Теперь остается его аккуратно либо бокорезами, либо аккуратно скальпелем его оттуда вырезать, потому что хочу отметить, что припаян он здесь, как бы так сфокусировать, припаян он здесь именно на такие маленькие, получается, контактные точки, вот эти контактную сварку. Поэтому просто отпаять нагрев паяльником его не получится. Его нужно именно откусить, после чего контакты залудить и припаять перемычку. Сейчас попробую сделать это на камеру. Стоит еще отметить, что данная проблема с аккумуляторами касается именно обладателей новых ревизий аккумуляторов. Потому что на старых ревизиях, которые продавались обычно еще с теми геймпадами, у которых еще не было USB версии, там плата этого контроллера, она была не как здесь, зеленого цвета с белой маской, она была коричневого цвета плата. И, соответственно, там на батареях этого термопредохранителя не было, поэтому эти батареи ходят довольно долго и проблем с ними не было. Это касается именно этих новых версий. Как можно видеть, с одной стороны я его отломал, то же самое осталось сделать и с другой. Сейчас сделаю это за камерой и покажу, что будем делать дальше. Вот и деформирован этот элемент. Вот он. Можно даже загуглить его маркировку. Это обычная термореле, нормально замкнутая. Далее, собственно, почему нужно закоротить эти два контакта, потому что это идет, получается, плюс батареи, а это уже его вывод на плату, который связан с платой. Поэтому по факту контакты батареи это не эти два, которые идут на контроллер, а они, получается, минус и этот плюс, который через термопредохранитель замыкается уже в цепь на основной контакт. Далее можно просто воспользоваться любым паяльником с мелким жалом. Для удобства я использую флюс РМА для БГА пайки. Просто аккуратно залудить и припаять небольшую перемычку. Перемычку хватит что-нибудь вроде такого. То есть, грубо говоря, просто можно ножку от какого-нибудь резистора откусить и туда припаять. По сечению, толщине ее хватит. Не советую припаивать туда какой-нибудь тонкий волосок от какого-нибудь провода, потому что
просто может не удержать ток, потому что в пике ток заряда может достигать и 2 ампера, а если еще и при этом геймпадом пользоваться и играть, то в режиме вибрации ток может идти выше. Поэтому хватит какой-нибудь небольшой ножки от какого-нибудь конденсатора или резистора вполне. Вот. После чего лудим контакты. И припаиваем перемычку. Тоже залудить перемычку. Не так удобно на камеру, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вторую. Ну, в принципе, вот, перемычка установлена. Теперь остается просто собрать аккумулятор в обратной последовательности. И можно проверять. После чего проблема с тем, что аккумулятор не заряжается и держит заряд недолго, она исчезает. Потому что этот элемент, который я показал, он получается из-за того, что закисают у него вот эти вот пластинки контактные, он уже, получается, служит не как термопредохранитель, а скорее как лишнее сопротивление в схеме контроллера заряда. Ну и, соответственно, последствия вы видели. Заряд не держит или выключается вовсе. Ну, в общем-то и все. Теперь просто собираем и пользуемся. Если вы боитесь, что после этой манипуляции аккумулятор становится небезопасным, или он выйдет из строя, или перегреется, не бойтесь, потому что здесь все еще стоит терморезистор, который все-таки так или иначе, он в любом случае будет контролировать температуру банки. Да и у меня после этой манипуляции, сколько я им пользуюсь, а это уже довольно давно, ни разу проблем с перегревом или с каких-либо проблем с зарядом выявлено не было. То есть после этой манипуляции аккумулятор служит долго и в штатном режиме. То есть так, как он, в общем-то, и работал изначально после покупки. Вот, собственно, что и требовалось доказать. То есть после, собственно, этой манипуляции полностью заряжаю аккумулятор. Вот. 3 дня активной работы, то бишь активной игры на геймпаде с включенной вибрацией. То есть батарея почти не разрядилась. Хочу напомнить, батарея почти год. То есть покупал ее прошлым летом. Вот. Ну и чтобы не быть голословным, пожалуйста, вот она. Вот та самая батарея, которую мы дорабатывали. То есть вот на ней, если будет видно, следы клея, и вот я ее разбирал, собственно, вот это она и есть. Вот это самая модель, которая обновленная модель аккумуляторов. Ну, собственно, я думаю, что на версии аккумулятора с Type-C проводом, то бишь для джойстиков от Series S, Series X, я думаю, там проблема будет та же самая, то бишь просто нужно убрать тот же самый термопредохранитель. И, собственно, после чего наслаждаемся игрой. Геймпад будет работать долго, и заряд будет держать нормально. Заряжаться будет тоже нормально. Спасибо за просмотр. Комментируйте. Ну и удачи вам в ваших переделках.